Так, дальше расскажу вам про Тесудзи под названием «Удар в нос». Покажу несколько примеров, и один из этих примеров будет из моей собственной партии. Покажу вам джасеки, которые я одно время применял в европейских турнирах. Я играл здесь в этой партии черными против одного из европейских шестых данов. И здесь за черных существует множество разных джасеки, а я сыграл такое прилипание. Прилипание в поиске гейма. Кстати, тоже прилипание, раз уж мы сегодня про них говорим. И белые в ответ не согласились просто камень свой съедать. Удлинились. И дальше перед черными есть выбор. Если играть жадно, можно много раз удлиниться. Там удлинились, еще удлинились. Такие партии тоже встречаются. Там еще удлинились для совсем жадных. У меня, конечно, год тоже довольно жадная, как все отмечают. Я территорию очень люблю, но не до такой степени. То есть я считаю, что за черных это перебор. Поэтому здесь за черных существует более красивый способ прилипания под названием «Удар в нос». Вот он. Прилипли. И если белые играют сюда, а такие партии тоже можно встретить. Я такое видел. Фудзисава Рина так играла против Кандиео, такой японский 9-й дан, который удлинился в эту сторону и отдал здесь черным очень много территорий, сразу получив. Вот так партия продолжалась. Если я ничего не путаю. Из-за белых это очень печально. Слабая группа в обмен на территорию со всех сторон. Так что обычно на удар в нос белые должны камень съедать. И дальше задача черных эту группу заблокировать снаружи. То есть если белые удлиняются, мы тоже удлиняемся в ответ. Да, белые выжили, но при этом мы прижали белых ко второй линии и построили себе мощное море. В моей партии белые порезали. И дальше возникла вот такая форма со сложной борьбой. Все, в принципе, довольны. Смог одержать не победу, но нельзя сказать, что здесь у черных какой-то перевес возник. То есть это игра без ошибок за обе стороны. В виде второго примера покажу вам вторжение в Сан-Сан. Так модное в наше время. Вторжение в Сан-Сан. То, что нам рекомендуют играть программы. Если где-то есть пустой угол, что не может быть ничего лучше, чем вторжение в Сан-Сан. Просто в Сан-Сан. Черные удлиняются. И если лесенка здесь в пользу белых, в левый верхний угол, белые могут играть прыжок. То есть если черные не могут съесть камень при помощи лесенки. То есть это, конечно, за черных было бы слишком хорошо, если бы лесенка за черных работала. Если лесенка не работает, что черные могут сделать? Черные могут удлиниться, а в ответ на этот ход проткнуться. Белые блокируют. Дальше режем. И встретился точно такой же ход. Удар в нос. Вместо удлинения, вместо надавливания сверху, тут мы отдаем очень много очков, мы ударяем в нос. Ударяем в нос. И что делать белым? Если белые удлиняются вверх, то тут за черных гораздо интереснее, чем если черные долгое время тянулись по второй линии. Поэтому как выглядит стандартная джасеки? Современная джасеки. Белые доедают, черные строят мощную стенку, ну и чтобы не было неприятного атари, белые еще удлиняются сюда. И черные могут либо реагировать, либо бросать. Так что здесь пример из супер модного, из современного джасеки. Значит, перед тем, как вы посмотрите примеры на эту тему, я покажу вам еще одну партию профессионалов с прилипанием удар в нос. В стандартном джасеке белые прилипают, черные прилипают, да, извиняюсь, а белые в ответ дают атари и удлиняются. То есть тут черным, конечно, можно выжить, но выживать по второй линии неинтересно. Поэтому черные в ответ режут. И это у нас джасеки. Мы порезали, отдали свои камни, получая в ответ полезные сентоходы снаружи. Дали атари. Это сента. Еще одно сента. Белые, конечно, укрепили, но вы видите, что у белых один лишний камень здесь возник. То есть это не просто пантер черепахи, а один камень здесь расположен не идеально. Ну и дальше ход черных. Что делать черным? Что бы вы предложили? Тесудзи, ну, надеюсь, вы все правильно ответили. Здесь уже не так-то сложно его обнаружить, если знать, что он существует. Тесудзи, удар в нос. Вот он. То есть черные, конечно, могли выжить, даже играя сюда. Но при этом белые построили бы очень мощную стенку снаружи, и черным нужно еще что-то добавлять в углу. Это неинтересно. А вот если мы ударим в нос,
и форма получится вот такой, то это уже совсем другой разговор. Черные комфортно вышли в центр. А на удлинение белых играем сюда. Белые доедают, и черные опять-таки вышли из окружения. Укрепили свою группу. Вот так что в этой форме не проходите мимо, удар в нос — это тот случай, который нужно знать. Часто такая форма встречается.